Раз, два, три. Так. Ну что, ребята, всем привет. Спасибо. Спасибо, что заглянули. О, Колян, Смок, привет. Парсгейм, привет. Ужасы, привет. Привет, спасибо. Так, что за плохая личность поставила дис еще до начала стрима? Не знаю, Колян. Какой-то хейтер. Хейтер завелся. Так, ну ладно. Не будем, как говорится, тянуть кота за яйца. Сноураннер у нас, Сноураннер. Погнали. Так, болото, Таймыр и Тайга 6436. Окей. Так, что там по тюнячкам? Я что-то вроде находил. А нет. Видимо, не находил. Где тайги? Ну, да, видимо, без хейтеров никуда. Без хейтеров никуда. Так, а шо? Видимо, на другой карте, да? Бодрый тюнинг для тайги. Так, ну что? Кстати. Тема стрима. Что касается темы стрима, решила все-таки вывести со стоянки Кан Маршал 39. Ну, он просто идеально вписывается в эту местность. Ну, он создан для нее. Так сказать, на Мичигане и Аляске я не хотел брать его, ну, потому что он реально был слишком имбалансный для тех карт. А здесь самое то, ну, с его колесами тем более. Да, давай, Колян, ждем. Так, а здесь он прямо, ну, как рыба в воде, ну, сами понимаете. Поэтому старый добрый УАЗ. Старый добрый УАЗ, охотник. Будем на нем, ну, мелкие задачи выполнять, не знаю, что только. Наверное, по типу поисков улучшений всяких и открывания вышек. Хотя и вышки уже все открыл, и улучшения как будто бы даже все нашел. Хотя нет. Сейчас секундочку скатаемся до одного места. Посмотрел, где есть скрытые улучшения. Ну, потому что я бы сам хрен бы нашел. И вот здесь вот. Секундочку. Потому что сами знаете, какой я ленивый. Чтобы кататься просто так по карте. Ну, где-то здесь есть улучшение для движка. То есть для того самого УАЗа. Сейчас гоняем. Чек. Эй. Не, ну прямо идеально вписывается, ну, сами понимаете. Так, стоп. Так. Срежем где-то здесь. Привет, Логан Плей, спасибо. Спасибо за лайк, спасибо за коммент. Ценю. О, ЖД путь, прикольно. Не, если бы они еще бы сделали какую-нибудь резину сюда, ну так, чисто как декорация, было бы еще круто. Кстати, ну как тут в салоне? Ну, салон, да, УАЗик. Салон, как говорится, как салон. Да, правда, как-то не очень приятный вид.
из салона. А, ну вот оно. Так, и что же это за улучшение? Это у нас движок для туза, для дона и для нашего уазика. О, Жига! Прикольно. Кто это такой отчаянный на Жиге сюда доехал, а? Фига себе. Так, и что? Что еще есть? Так, ну пока все. Давайте тогда перейдем к основной части нашего блюда. Радиоактивный груз. А вы не собираетесь детей заводить, верно? А то у нас тут валяются контейнеры с радиоактивными материалами. Надо бы отвезти их подальше на всякий пожарный. Так, ну что? Радиоактивный груз. Чебуровский, привет. Привет, спасибо. Спасибо, что ты заглянул. Так, где он? Так, сюда доставить и защищенный контейнер. Оу, опасно. Затопленная военная часть. Ясно. Так, а второй где? То есть они оба здесь, что ли? Понятно. Спасибо за 11 лайков. Спасибо, дружище. Так, короче, контейнеры здесь. Контейнер. Каких... Блин, каких он габаритов? Контейнер. Интересно. Так, ну что, тогда возьмем тайгу. Так. И что взять-то? Может, кузов присобачить? Я думаю, присобачить... Так, а если платформу? Давайте присобачим платформу простую. И возьмем прицеп. Хотя надо 4 единицы вывести. Блин. Хватит, не хватит мне. Так. Дорога длинная.
Прямо супер длинная. Так, а АЗС? Будет ли по дороге АЗС? М. Так, ну ладно, погнали. В идеале бы еще прицепить что-нибудь. Короче, меняем тактику. Не хочу кататься 100 раз. Лишь бы селенок хватило у нашей тайги. О. Сейчас поменяем тактику, гайс. Как обычно, поторопился, не продумал. Низкое. Короче, хочу низкое седло поставить и прицеп заморочить. Так, стоп, хотя бортовой полуприцеп есть здесь. Да, короче, я буду использовать то, что есть на местности, чтобы не пукать. Ну, вернее, не тратить деньги зря. Я же смогу прицепиться к прицепу? Сейчас, секундочку, я просто забыл эту механику. Так, если я возьму... Так, прицеп. Так, сейчас, секунду, иду. Сквозняком открыл дверь. Так, сейчас, секунду, только проверю. Чтобы не обосраться. Так. Или, по-моему, нельзя тогда сделать. Где крепление-то? Опа, прицепил. А, блин, путаюсь все время с этими. Ну. Типа, если только так. Ну, а почему нет? Кто сказал, что так нельзя? Playful, привет, спасибо.
Самое главное, чтобы он справился. Привет, Миша, спасибо. Спасибо, что решил заглянуть. Так, ну все, погнали. Хватит этих приготовлений. Понеслась. Лишь бы эти контейнера не были, ну, не оказались больше, чем я думаю. Какая-то проблема со звуком, что ли? Я не понимаю, почему музыка не играет на таймере. Да ё-моё, у меня, короче, дикий сквознок. Веково. Сейчас, секунду. Сегодня пришло СМС из магазина ДНС. Съездил, забрал свой SSD, сразу увез свой системник к своему мастеру. Все поставили, установили винду и почистили систему. Сижу, радуюсь. К стальному охотнику готов. О, блин, смог, я, короче, отходил. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, чекну, что-то там написал, сорян. У нас тут гроза собирается, я призакрыл дверь и призакрыл окно. Там какой-то сюр, такое красное небо, зарево, туча с другой стороны, еще фейерверки бахают. Так, сейчас, секундочку. Так, сегодня пришло смс из магазина DNS, съездил, забрал свой SSD, сразу ввез свой системник к своему мастеру, все поставили, установили винду и почистили систему. Сижу, радуюсь. Ну поздравляю тебя с покупкой SSD-шника. Круто. Сейчас все будет летать. Так. Ну, погнали. Погнали. SSD-шник Сива. КДД могила. Ну, сами знаете. У меня, правда, все еще стоят эти ХДД, ну, старенькие. Система-то стоит на SSD-шниках, ну, на SSD-шнике, а игрулечки на жестких, на хард-драйв дисках. Да, у тебя винда, наверное, сразу махом загружается. Секунды 3-4, не, наверное, секунд 5. Ого. Короче, сегодня МЧС прислала сообщение о том, что будет жуткая гроза, будьте аккуратны. О, кстати, бочку заправить. Я когда собрался, я комп поставил винду.
Все накатил, дрова, все дела. Ух, как же я радовался скорости. Все летало. Но уже привык. Так, где-то здесь нас ждет бортовой полуприцеп. Блин, я надеюсь, тайга подтянет. Все, что я запланировал. Да, блин, капец тяга жестко. Ну просто отрубает, открывается дверь. Сейчас, секундочку. Фу. Короче, воткнул бумажку, не открылась дверь. Должно помочь. В общем, если у меня отвалится стрим, то знайте, что это из-за грозы. Там прямо супер темно стало. Не очково. Ну, мне лично не очково, я больше переживаю за комп. Более блок питания такой стоит еще. Без защиты, по-моему, даже. Хотя, может, какая-то есть защита. Ё-моё! Сверкает жестко. Да, на бумажках, цеплях, да на скотче. На изоленте. Так, присоединить. Ну что, гайс, какие варианты у меня есть? Есть вообще у меня варианты довести груз, интересно? Чтобы подцепиться бы еще. О. Справится, не справится тайга. Стоковая. Стрим фризит. Сейчас, секунду, смотрю. Секундочку. Да, написано, видеопоток поступает слишком медленно. Короче, в OBS все нормально. Ну, типа, потери кадров нет, Так, а вот, например... Так, сейчас, секундочку. Почитаем. Так, качество плохое. Ошибка. Видеопоток поступает слишком медленно. Просмотр может идти с буферизации. Ага, интересно. Так, ну я настройки не менял. То есть, возможно, что-то стало с этим. С провайдером, может, что-то у нас. Твою мать, а. Может, беда с провайдером у нас? Я-то смотрю на видео на планшете. Вроде бы нормально. То есть, если возможно приспустить качество видео у себя немножко. Сделать 720.
Так, но ему уже плохо. Да не, у меня даже написано в настройках Ютуба, что какие-то проблемы наблюдаются у вас. Я говорю, смотрю на планшете, там, правда, 480 трансляция, там нормально, без подгрузок. Так, еще раз чекну. Так, УБС работает нормально. Пропуска кадров нет. Так, а по трансляции? Все. По трансляции все нормально. Опять стало. Какие-то временные были фризы, лаги. Что-то я, наверное, сильно понадеялся на тайгу. Так мы далеко не уедем. Не, ну громыхает жестко, кстати. Капец, все затянуло. Причем мне придется же обратно, да, я так понимаю? Да. А, стоп. Мне нужно со склада на завод. Короче, лишь бы до завода доехать. Дальше уже можно эту телегу продавать.
какой я роскошный участок дороги выбрала для поездки. Прям обожаю. Может, стоило что-то помощнее найти для этого трипа? Там же наверняка есть другие точки. Хотя он справляется, но, блин, очень медленно. И по поводу сияния этого северного. Видишь, скриншот-то не передает этого. Все равно нужно самому это увидеть. Ну, блин, это красиво, красиво. Если вы уехали уже на Койском полуострове, надо тоже как-то добраться туда. Но я не буду торопиться быть. Короче, гроза, как будто бы она вокруг города. Как-то по периметру. Че, ребята тоже балдеют, да, похоже, от этого геймплея, от этого сеттинга? Я думал, на Аляске длинные ночи, но на Таймыре тоже. Ночи очень длинные. Где-то в конце месяца выйдет игрушка одна. Сделаем перерывчик. Прохождение SnowRunner. Ну-ка, если я, конечно, до того времени не пройду его. Блин, круто. Короче, все все, похоже, ушли из танка. Ну, на время. Решили это сделать себе отпуск. Понял. И в конце месяца выйдет, я не знаю, как это называется, ну вернее, я знаю, как она называется, я не буду говорить как. Что-то типа инди-игры, ну хотя бы, может, даже инди, я не знаю, что за жанр такой.
Ну, на пару стримов можно пройти. Повеселиться. Расслабиться, так сказать. Так, а тем временем я уже очень близко, кстати. Капец, я думал, я еще где-то на середине карты, а я уже приехал. Наконец-то я додумался сделать коробку на нампад, теперь попроще переключать. Чего я этого сделал не раньше? Я хотел. Так, интересно, нас радиация не убьет? А, блин, я ж тут ездил. Блин, кстати, 170 литров осталось, ё-моё. Военный объект 4215. Внимание. А, это военная база, я думал, это ГУЛАГ. Склад радиоактивных материалов. Ну капец, они сделали такой военный объект дырявый. Как будто ГУЛАГ, блин. Не, ну разработчик. У нас военные объекты получше будут. Больше это, конечно... Хотя это, быть может, бывший ГУЛАГ. Типа переоборудованный под военный склад. Вадим, привет, спасибо. Спасибо, что заглянул. Так. Так, окей, с левой стороны. Угу. Так что я проехал. Теперь надо придумать, как все организовать. Самурай, привет. Спасибо за четкий Лукас. И за четкий коммент. Так. Так, живи. Вот так вот я умею. Блять, стой. Да уж в Дискорде пообщаемся. Так мы же сейчас общаемся. Ну, вернее, конечно, это такое общение в одну сторону. Привет, Нет. Ну, блин, когда, наверное, это? Скажи. Стальной охотник начнется? У меня прекрасный голос. Ну, блин, я все время думал, что у меня херовый голос. Ну, такой себе, конечно. Не сказал. А, они маленькие, кстати.
Блин, это круто. Так, защищенный контейнер. Так, источники гамма-излучения создают направленный луч ионизирующего излучения. Предусмотрена защита обслуживающего персонала. У этих элементов истек срок годности, поэтому они уже не опасны для здоровья. Серьезно? Чего, ропнуть? Вы написали. Раз, два. Так, Колян, скоро начнется этот. Это же остальной охотник, и уже пообщаемся. Капец, я, конечно... Сверхнеудачный заезд. Смею заметить. Хотя, если здесь выезжать, в принципе, норм. Так, нам нужно будет на завод отвезти 2 единицы защищенных контейнеров. На завод. И типа придется через это, нет? По этой дороге ехать. Да, это она. Так, ну что? За следующей партией. Тут же можно проехать? Давай я тебе видяху, как у себя, а ты мне в голос на стрим. GTX 1070 Ti Gaming. Не понял, как это еще раз. В голос на стрим. Можешь дополнить? Я немножко не врубился. Так, наконец-то утро уже. Кстати, я тут подумал, вы же можете, так сказать, манипулировать мной. Ну, например. Так, ну в диске, допустим, голосом пообщаться. Понял. То есть сейчас, например, на стриме в диске, в прямом эфире, что ли? Давай тогда после стрима это обмозгуем. Если ты еще не отрубишься. Ну, не уснешь.
твоя задумка, так сказать, нужно понять. Так, окей. Сколько на 4? Раз, два, три, 4. Так, уже тяжеловато. По поводу манипуляций мною. Ну, например, вам не нравится то, что сейчас я катаю ночью, например, ночное время суток? Закидывайте, так сказать, небольшое пожертвование какое-нибудь, ну, на ваше усмотрение, и я меняю с ночи на день, например. Ну, или наоборот. Ну, так сказать... Не обращая внимания на этого смокера, у него шарики за ролики совсем закатились. Ему скучно, вот и несут всякую херню. Спасибо, спасибо, Колян. Так, а ты смотришь Компота? Компота, блин. Компота, что за компот? Если честно, нет, не смотрел. Это какой-то большой блогер? Ну, или стример? Я видел, ну, вернее, даже как бы, как сказать, я даже подписан на компотов, но там их очень много. Так, я застрял, что ли? Капец, они бетонные. Это просто тупо железнобетонные, блядь, коробки. Естественно, я не еду. Че, вы мне бы рассказали, что они будут такие сверхтяжелые? Так. Либо я во что-то уперся тут, в какую-то невидимую стену, либо мне не хватает тяги. Пожалуйста. Сейчас кнопку вдавлю. Так, я обхожу упор во что-то. Да, Колян, я уже понял, что это жопка. Короче, он едет, ну, супер... медленно. Мне бы зацепиться... О, изба, кстати. Или дерево там какое-то. Так, еще раз. А мы сломаем эту игру. Короче, я об угол дома, похоже, уперся. Сейчас, самурай, выйдем. Просто нужно немножко потерпеть. Меня уже водила нервничать тоже, смотрите. На панике.
Да нет, не волнуется. Задние колеса как будто бы заблокированы прицеп. Так, давай, 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 кстати. Не зарываемся. О! Хватает. Так, ну вы сильно не радуйтесь. У меня бензина 60 литров осталось. Неудачно просто поставил прицеп. О, забор ломается, что ли? Прикольно. Не, если он все это вытащит, блин, там мое почтение. На стоковом моторе. Адские бетонные блоки тащить. Жесть. Сверхдухотища. Так, секундочку. Правильно? Лебедка не вывозит. Так, ну что? Вроде едет. Можно я посмотрю на эти блоки? Посмотри, что на них написано. Сделано в СССР. 4,3 тонны. Почти 5 тонн блок. То есть 10, 20, 30 тонн. Плюс прицепы. НПО Рад Мат. Блин, красивый шрифт. Ну, вернее, блин, по ГОСТу. Все дела. Разработчики, конечно, молодцы. Так, anyway. Нам сюда, да? Так, грязюка, грязюка. Чё грязюка? Но я сюда стопудово не доеду, мне нужно бензин. Кстати, тачка какая-то. Может, какую-нибудь тачку найти? Так, жалко, что 304 подписчиков. Если не 304, а 304 тысячи. Ну, блин. Тоже сказал 304 тысячи. Не, я, конечно, не против, но... это очень тяжело. Такие цифры иметь на канале. Так, самурай, если в СССР, значит качественный продукт. Ну, соглашусь. В СССР хотя бы ГОСТы соблюдать. Сейчас ГОСТы не соблюдаются. Сейчас тут какие-то техдокументации левейшие просто. И мы... Непонятно вообще, почему живем, блин. С какими-то оговорками и допущениями. И дико страдаем в качестве всего. Так. Тайга, только я тебя умоляю, не переворачивайся. Просто если эти блоки я потеряю, я вспотею их доставать краном.
либо придется это ехать за ним обратно. Да, лет 10 подождать, потерпеть, может быть и будет 300 тысяч. Сейчас меня больше заводит эта дорога и моя тайга. Справится ли она или нет? А не мифические 300 тысяч. Прицеп живой. Да, технические условия, то есть на ГОСТы просто все положили. Все хотят удешевить продукт и, соответственно, использовать, все, у меня кончилось топливо. Удешевить продукт и сделать, так сказать, и вводят, соответственно, дешевые ингредиенты. Так, ну что, блин, алло. Теперь надо придумать, как мне добраться, то есть, вернее, на чем я привезу сюда топляк. Видимо, придется воспользоваться нашим скаутом. Нашим ханом маршалом. Нашим УАЗиком. Так, эвакуация. Кстати, вот почему нельзя прицепить прицепы к УАЗику, я не понимаю. За приколы. Почему они так это дискредитировали УАЗик? То есть на американские скауты можно прицепить, а на русский УАЗ нельзя, ну как? Я бы сейчас как бочку прицепил бы. Сейчас, секундочку. Так. Так я думал, что это будет душная миссия. Уже час целый. Так я скромничаю. Ну и плюсом, немножко, так сказать, смотрю трезво на это дело все. Потому что, канал реально нужно вкидывать в рекламу, в раскрутку. Это же нужно это. Работать над этим проектом годы, чтобы, развить его, что ли. Просто так все не делается. Стой. Кстати, это цистерна для задания, а я ее сюда отволок. Так. Брать. И, кстати, УАЗи как-то обделили, всего 40 литров дали ему бак. Что как-то несерьезно. По-моему, у него больше, у него где-то 60 литров бак. $40 литров это как-то вообще прям несерьезно. Так, как надо ехать на тебе?
Первый поворот направо. Да, нужно, короче, как, ну, более, так сказать, реалистичная цель. И 1000, да, 1000 как-то уже реалистично. А то сразу 300. Это пока что мне сложно представить даже. Даже в фантазиях. Вот где колесики-то, а? Пригодились. Дутыши мои. Красавчик. Так, стоп, стоп. Я сейчас пропущу поворот. Как обычно. Да я был бы, наверное, рад, если бы у меня было бы 1005 подписчиков. То было бы вообще прямо. Это было бы счастье. Понимаешь, это было бы просто счастье. Ну и хотя бы активно так, что на стриме человек 50 сидело. Душевника, чтобы можно было хотя бы успевать читать комментарии. А то, когда уже больше 100 человек, уже тяжеловато как бы работать. С такой большой аудиторией. 50 человек нормально. На стриме. Можно и пообщаться, и на вопросы поотвечать. Я думаю, когда будет 1000 подписчиков, думаю, можно будет уже, ну, наверное, подрубать вебку. Показать, так сказать, себя миру, наконец. Ну, это мое видение дальнейшего развития. На 500, ну, когда будет 500 подписчиков, я думал сделать какой-нибудь розыгрыш, какой-нибудь, ну, игрушки. И разыграть ее среди подписчиков, ну, какой-нибудь стимовской. Так, интересно, вода есть у нас? Блин, даже воды нет. Прикольно. А то во многих играх, где ты заезжаешь вот так вот по пояс, так сказать, у тебя вода, блин, в салоне. Бесит. Ты уже участвуешь? Ага. Погоди, погоди. Еще розыгрыш не объявлен. Вот будет 500 сабов. Да, что-нибудь придумаем. Какую-нибудь игрушку. Так, окей. Блин, да ё-моё, я доберусь, не доберусь, а.
Просто я думаю, камеру ставить, это такая заморочка. Нужно привести лицо в порядок. Ну, как-то, блин, я не знаю, помыть голову. Короче, как-то выглядит более-менее презентабельно. Я сижу, блин, в дырявой майке, с грязной головой. Короче, ну такое. Плюс какой-то задний фон нужно заморачивать. Капец. Так сказал. Тоже хочу посмотреть в глаза стримера, которому доначат. Ну, так сказал, как будто бы я какой-то коррупционер. Так, блин, да где мой... Где мой трак? Налево. Да вы погодите участвовать, подождите хотя бы до 300 подписчиков. Уже бы участники нашлись. Так, ну все, да я добрался наконец-то до трака нашего. Диклак, привет, спасибо. Еще бы объехать тебе. Не перевернувшись. Да, я уже понял, что вы следите за мной. Следите и участвуйте. Ну, кстати, сейчас пока шансы очень, велики у всех выиграть. Это, блин, не 100 тысяч человек участвуют в розыгрыше. Так. Заправить. Заправить источник. Багажник. Ига. 80 литров. Интересно, хватит, не хватит на 80 литров. Добраться до заводика. Гайс. Короче. Урал пока припаркую здесь. Хотя какого хрена? Сразу заправиться. По максимуму заправить, да? Цель, как вот это? А, так тут 14 литров осталось сил. Ай, то вперед. А, понятно. Еще один Криклак тоже участвует. Да я говорю, погодите. Мы еще ждем, когда будет 15 сабов, тогда уже будет просто участником. Я тоже участвую, только надо дождаться. Ну, вернее, я буду разыгрывать. Так. Как пересесть? Так, вот сейчас будет очень ответственный участок, лучше скрестите пальцы. Так. Лишь бы не застрять здесь. Так, хотя деревья есть, в принципе, зацеп есть. Блять, я поехал без без этого корыта, да ё-моё. Балбес, а. Как я его отцепил? Он же у меня был под прицепом.
Что, разыгрываю? Да мы только еще просто обсуждаем, что будет розыгрыш, а что разыгрываем? Ну, не знаю, игру, наверное, какую-нибудь. Стимовскую. Сегодня, кстати, тоже это был розыгрыш у про хай-тека. Я уже, ну, наверное, в третьем розыгрыше участвую в их. Они там компы жирные разыгрывают. Не повезло. Там 10 тысяч человек участвовало. Вот там шансы вообще супер минимальные. Вернее, их даже нет шансов. Спасибо, Колян. У тебя там что, мешок денег, что ли? Нас еще мало, но уже правим стриме. Мы все поддерживаем тебя, дружище. Продолжай в том же духе. Бьен Склад, привет. То есть Бэйн Склад. Прошу тебя, едь. Спасибо, спасибо, реально не ждали. Ну, уже никого не ждал. Спасибо, спасибо. Короче, очень душное место. Так, еще есть запас. Сейчас немножко подтяну. Так, а ты с Украины? Нет, нет, Вадим, я из России. Давай, тайга, дружище. Покажи класс, покажи, на что ты способна, а. Может, стоило какую-нибудь другую технику выбрать? Что-нибудь пожирнее? Заглянуть в магазин вездехода? Понятно. Самый жесткий маршрут, похоже, я выбрал. Самый жесткий. Я довезу любой ценой. Вопрос только когда.
Так, и опять кончается бенз. Какая тут гадкая дорога, а, гайс. Вернее, не дорога, а направление. Так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно справлюсь. Я выжил любой ценой. Так. Еще так долго. — 27 лет. Так, еще какое-то, еще одно падшее место. Вот он, зацеп. Не, я не против вопросов, только адекватный, пожалуйста. Мой мост не взорвался. Так, Хьюстон, у нас проблема, кажется. Так, нет. Так, я опять накатался. Блин, осталось всего ничего, так сказать. Вот АЗС, вот завод. Угу. Да. Немного не фартануло. Так, как-то надо, короче, маршрут сделать. Да хотя, по главной дороге здесь петлю сделать. Ладно, разберемся. Проблема у УАЗика то, что он
по асфальту вообще не едет. Ну, вернее, едет, но дорогу не держит. С этими колесами. Его просто мотает из стороны в сторону. Я еще подумал, что я буду сегодня делать на УАЗике. Буду ли я сегодня ездить? Да. Как оказалось, буду. Ну сейчас, это вторая ходка. И уже, думаю, доедем без проблем до заводика. Вадим, спасибо за совет. Я знаю про эту игру. Я на том стриме или на позитом рассказывал, что я хотел как раз таки проходить ее. Хотел проходить, но вышел SnowRunner и в общем я здесь. Пока мое сердечко принадлежит SnowRunner. Ну потому что это то же самое и плюс тут грязюк. Крутецкая. Евротрак, он стерильный. Там нет ни грязи, ничего такого. Только автобаны, дороги прямые. Ну, по крайней мере, которое видео я видел, там было именно это. То есть ничего такого, типа, хардкорного нет. Грязь, выживание, лебедки. Прицеп. Не, ну прицепы есть. Так, я что-то не помню. Стоп, в прошлый раз разве это было? На этой эстакаде ремонт, я что-то не помню. Вроде задание никакое не выполнял. Интересно. Плюс Евротрак, он же уже старый. Ну, вернее, его же в 2012 году выпустили. Там столько уже дополнений, DLC. И это я просто не осилю. Не в жизни. Так, стоп. Слева. Окей, не без проблем. Окей. Если не лягешь, пообщаемся. Так, и я не лягу, потому что меня высадили на работе до пятницы из-за карантина. А что у вас там тоже, да, продлили карантинные меры, так сказать? У нас тут до 28 июля продлевают. Так, я тут проеду, нет вообще?
Я какой-то лютый маршрут выбрал. Нет, 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 не стоит ехать. Нет, я бы проехал, но не хочу тратить много бензина. Хочу сэкономить. А, высадили, я подумал, высадили с работы, я подумал, ну, типа на карантин тебя отправили. Высадили, вернее, уволили, что ли? Высадили до пятницы. Ну, я понял, что карантин, все дела. Пока не работаете. Агент Гейм, привет, привет. Спасибо за лайк. У вас выявили 2 сотрудников. Так, а у вас большое предприятие? То есть сейчас все под подозрением будут. Все контактные лица нужно найти. У нас в Перском крае тоже же вспышка. Ну, какая причем серьезная. В день почти по 80 человек прибавляется. А все, между прочим, началось как раз таки после обнуления. То есть я заметил, через 7 дней как раз началась вспышка. После 1 числа. Пока вам везет еще. Ну, вот у нас, говорю, вспышка. Перского края наблюдается. Сейчас, я до заправки доеду. Так по-любому найдут. Они же с кем-то же контактировали. Члены семьи. Контакты до работы, с работы. На работе. То есть большой круг лиц. Так, ну что, блин. Еще немного осталось. Один человек, может, человек 30 мог заразить, как минимум. Привет, Золотой Нет. Спасибо. Спасибо, что ты здесь, с нами. В нашей скромной компании.
И спасибо за дружеский лайк, конечно. Я это ценю и приветствую. Так, это здесь? Да. Еще немножко. На американском скауте, я уверен, я бы застрял здесь. А у вас были на проходной, ну если есть проходная, конечно, ну типа температуру там мерить, все дела? Что там обычно делают в таких случаях? Какие-то карантинные меры были? Так, а 2 вместе с членами семьи поместили на карантин и тоже по страховке. Ну, хоть так, кстати, хоть так. Сейчас бах, черная дыра, провалился. У нас стоит специальная камера на проходной, которая в автоматическом режиме постоянно меряет температуру всех, кто входит или выходит на территорию завода. Так, ну. И как раз таки камера и определила, да, что эти ребятки какие-то подозрительные. Наконец-то мы доехали. Фух. Так, сейчас заправим здоровяка. Источный багажник. В смысле, куда я залил, алё? Не туда залил немножечко. Так. Ну, тайга, давай. Ну уже. Почувствовали недомогание. Есть какая-то информация, ну, что именно они почувствовали? Все те же симптомы, ну, что и говорят там. Ломает кости, пропадает обаяние, чувствительность какая-то, высокая температура. Так, мы не едем, кстати. Алло. Так, а если на супер пониженную?
А, температура и слабость. Ну и они анализы сдали, но им еще не сказали, да? Что у них COVID-19. Блин, да алло. Может, какие-нибудь ветки есть? Короче, это самый длинный рейс. Жесть. О, приятного аппетита. Ну, вернее, так сказать... Ах. Так, если ты про тех двух сотрудников, из которых остановили производство, то у них как раз анализы положительные. Ага. Понятно. Да, поесть это хорошо. А еще хорошо бы, если бы я бы уехал отсюда когда-нибудь. Пожалуйста, тайга. Блин, он едет, но это смертельно медленная скорость. Это незаконно медленно. И, кстати, вот на супер пониженной, но он даже быстрее. Блин, ну почему тут они поставили дерево там? Что за бред? Разработчики. Блин, еще маленько, чуть-чуть. Правда, я не уверен в этом дереве. Мне кажется, оно сломается сейчас. Какое-то засохшее дерево. Во, разгоняется. Гайс, экшен начинается. Блять, не потеряй бы прицеп. Так, сейчас, секундочку. Ух, достает. Так, сейчас мы его подтянем. Вот стопудово у нас сломается. Блять. Чёртово дурацкое дерево. Так, вроде я нащупал. Нащупал, так сказать, твердые земли. Если они тут и есть на болоте, конечно.
Ну, пожалуйста, ну маленькое дерево, прошу. Я кнопку W уже уничтожил. Я ее вдавил, мне кажется, до самого стола. Он едет вообще нет? Вроде есть движение. Еле заметно. Никогда не едьте этим маршрутом. Никогда не выбирайте. Ну, либо едьте, но выбирайте не стоковую тайгу. Спасибо. 24 лайка и 1 дизлайк. Ну уже. Сейчас, секундочку. Давай, старичок. Я почти справился. Всю ночь уже булькаюсь в этом болоте. Блин, ну остался метр всего, ну алло. Так вот. Двигатель, это же сердце, это сердце машины. И он сток. Не, было бы быстрее, если бы хотя бы разработчики положили в центр карты, ну, в центр этого болота какое-нибудь дерево. Или камень, я не знаю, ну что-нибудь. Зацепиться. Че, мне опять придется УАЗик гнать? Давай. Ну же. Перестал ехать. А вот сейчас как будто бы я завяз. Уже серьезно. Ну, вернее, капитально. Не понимаю. Еду, не еду. Ну давайте, колесики, цепляйтесь. Вот засада, а. Так. Сейчас, секунду, может быть, заёк или получится. О, а это что? Опаньки, зацеп.
Спасибо. Так, теперь этого. Короче, в конце стрима, наверное, посмотрим, что есть в магазине. Может, что-то другое взять. Помощнее. С этим какая-то беда прямо. Блин. Засада. Давай, 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 наконец-то. Движение хоть. Все, Колян, выехали. Я же и так, пока стоял в болоте, постоянно переключался с пониженной на повышенную. Ну, вернее, с пониженной минус до пониженной плюс. Я уже вижу завод. Но бензина слишком мало. Пожалуйста. Только не застревай. Я же попросил тебя, мистер Тайга. Так, а если полный привод, то есть автомат? Нет. Так, похоже, будет еще одна ходка за бензином. Все. Все. Может быть, блин, перевести на что-нибудь другое? Что у меня есть? Very long hop. Я все-таки поеду на скауте. Ой, на УАЗике. Последняя ходка.
Супер. Давай, смог. Подыми там за всех нас. Но мы курение не одобряем. Да, получился стрим одного задания. Идеально просто стрим. Хотя у меня были уже такие стримы, где я максимум 2 задания делал. Так, заправить. Но этот стрим превзошел все стримы. Одно задание. Одно чертово задание. Так. Блин. Не, я по-любому куплю какую-нибудь другую технику. Помощнее. О, а интересно, это решетка ломается? Или сломаюсь я? О, ломается. Какого хрена? Блять, дифференциал не отключил. Еще совсем чуть-чуть. Фабрика. Стоп. Все правильно. Плавь через реку. Я бы напрямик, наверное, поехал. Так неохота завпакаться опять.
Не думайте, что меня так виляет, что я бухой какой-то, я просто машина неуправляемая. Диана по бездорожью идеально должна быть. Так попа наехать. Хотя, блин, это же такой протектор. То есть колеса чем шире, тем стабильность меньше. Соответственно, меня так и мотает. Это же болотоход. Немного вида из кабины. Если будет тошнить, скажете. Привет, PUBG. Спасибо. Спасибо за лайк. И спасибо за твое присутствие, конечно же. Я уже его вижу. Я тебя вижу. И скоро ты будешь. Скоро мы доберемся наконец до тебя. Так. Вот на таймере я реально запотел. Прям реально запотел. А тут уже трассы крутые. Так просто регион не дается. Мичиган, я думал... Когда я катал по Мичигану, я думал, блин, кому? Здесь серьезный трасс. На Аляске уже было поинтереснее. Но вот таймер... Это как уровни. То есть Мичиган low level, Аляска средний уровень, ну и уже Таймыр это уже hard. Прямо ух, сила. Так, заправляемся и едем. И заправить. Блин, это опять не туда. Тайга. Так, ну все, давай, собрались, погнали. Пожалуйста, только... Пусть их хватит топлива на этот раз, а? Я тебя умоляю. Прошу тебя. Просто едь. Я бы хотел закончить на этом стриме эту миссию хотя бы. Еще маленькое болотце и небольшой подъем. Давай же. Да-да, Колян.
Я уже доехал до тайги, заправил и уже, надеюсь, скоро буду на заводе. Я тебя умоляю, не застревай. Не здесь. И не сейчас. Так. Короче, на сверхпониженное он цепляется. Хорошо так цепляется. Зубами своими. Давай, 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 старичок. И уже проходная. Надо было назвать это видео «Адская доставка». Фух. Так, и Ленин такой молодой стоит. Так. Это что такое? Ты сам придумал? Так, радиоактивный груз. Есть. Так, что еще осталось? Еще 4. О, железнодорожная станция. Твою ж мать. Короче, для меня еще все начинается. В идеале бы как-то это все перегрузить в один прицеп. Как-то я неправильно сделал, гайс. Надо было мне сначала с телеги выгрузить. Идиот. Ладно. Выживаем, как говорится, по хардкору. Сейчас еду на заправку. Твою мать! Твою мать. Собственно говоря, вот и избавился от груза. Так, я думаю, вы уже поняли, что будет дальше. Боже мой, ну что такое-то, а? Вы уже поняли, что будет дальше. Окей, хорошо. Хорошо, оставь. Послушаем песни. Про вены. Колян, ты уже понял, что будет дальше, да? После такого фейла.
Блядская телега зацепилась. Вот как это так? Нормально же ехали. Ненавижу тебя. Так. 2 кубика. 2 кубика. Так, короче. План такой. Мне нужно найти кран. Да. Мне нужен кран. И крана будет у нас вот этот доходяга. Погрузочный кран. Интересно, он справится, не справится? Сможет ли он поднять 20 тонн? По-моему, не рассчитан, да, на такую нагрузку? Такой манипулятор, наверное, максимум, ну, тонны 2 поднимет. Hi! Hey, man! Thank you, man. Asfire Ali Drawing Academia. Блять, а как не поднять-то, а, гайс? Неохота просто так приехать туда и обломаться. Хотя почему 20 тонн? Он, по-моему, 5 тонн. Так, окей. Попробуем. Правда, я прямо я не уверен. Так, а на него можно манипулятор ставить? Где-то только тягач. Короче, это сегодняшний стрим не скучно. Так. Ну, вернее, для меня не скучно. Сегодня прямо под ручьем льется. Мэдранер есть на мобилках. Ну, прикольно. Я просто за играми на телефонах не слежу, поэтому даже не знаю, что там. Не, ну если есть, круто. Мэдранер прикольная игрушка. Ну, поставь. Да камон, ну что такое-то? Что с подвеской? Американец не приспособлен под русскую реальность, под русскую действительность. У меня... Да, блять. У меня на планшете стоит игрушка. Я уже, наверное, в нее года 2 играю. Ну так, захожу так чисто перед сном плюшки снять. Называется Викинги. Война кланов. Которую года 3 или 4 назад рекламировали. Все, кому не лень. В общем, я ее поставил. Заброшенный склад. В смысле заброшенный склад? Я вообще куда еду? Все правильно. Вот.
В общем, я ее поставил и в нее только играю. Ну, на планшете. А, ты был в ранках, получил 4-й ранг. Ну, короче, я... случился факап жесткий. Я думал, ты видел. Я еще спросил, смог, ты понял, что случилось? И, видимо, ты не понял. Видимо, тебя даже не было. Ну, короче, я потерял груз. У меня прицеп воткнулся в забор. Блять, ты издеваешься? Прицеп воткнулся в забор, и в итоге я потерял 2 блока. Ты издеваешься, ты даже здесь застрял. Это прикол. Вот почему я сменил скаута. Да нет, тайгу я не перевернул. Прицеп, который красный, я его воткнул в этот в забор. Не увидел. А тайга же прет. Паровоз. И в итоге 2 блока были потеряны. Ну, 2 куба этих радиоактивных. Блять, есть. В чем проблема? Ехать. Да. Взял на свою голову. Теперь нужен кран. Поднятие этот груз. Собственно, вот у меня авария здесь. Вот блоки валяются эти, ну, радиоактивные. Да блин, я знаю, что это смешно, но блин, я прям вспотел уже, честно, за сегодня. Это задание выполнить. Так, сейчас, секунду. Башка уже не соображает. Короче, это говно, блин, американское, он не едет, ни хрена. Лютое говнище. Ни в коем случае не играйте на таймере на этом говне. Тем более кран. Короче, кран. Ну что ж, видимо, пришло время что-то купить. Посерьезней. Так, давайте чекать. Давайте чекать, что есть. Так. Так, Азов 73210. Колян, ты играл на Азове? Это тяжелый какой-то, тяжелый кран, видимо. И есть еще 5319. Так. Или, быть может, вездеход все-таки какой-нибудь взять. Вот же Азов. Это дорогой, 93 косаря. КамАЗ. Тайга, это мы на ней как раз гоняем. Вездеходы самые сбалансированные. Окей. Так, бетономешалка. Явно не сбалансированная. Так, Воронград. Это типа Урала, что ли? Урал Next? Ну, похоже. Мощность А+, надежность А-, топливо Б+, емкость бака 330 и привод дифференциал 84 тонны. Так. Вот А+. Ой, просто А. 270 бак. Постоянный. Ворон более-менее, да? Тут еще ворон такой есть. А+. Вот это Урал уже как раз таки. Урал Next.
Очень похож. А плюс, а минус. Постоянный. Может это взять? Он вроде подешевле. Только непонятно, какая у него база. Так, 250 литров. Вот это 330. Наверное, я вот это возьму. Да-да-да, у него и бак больше. Так, купить и вывести со стоянки. О, красавчик. Тюнинг. Капец, не стоковый у меня будет. Подвеска. О, подвеска. Найс. Где-то подвеску, видимо, нашел. Шины. Давай самые жирные шины. Так. О. Это прикольно смотрится. Вот эти хочу. Лебедка, конечно, 18. Так, деньги, кстати, еще есть. Можно на Аляске будет технику продать. Какую-нибудь. Так, и кран. О, кран какой. Ля, какой кран, а. Берегись поворота платформы. Все дела. Красавчик. Ну, капец, он жрает, а? Мощность. Жестко. Жестко жрает. Во. Прикольный. Синенький. По-моему, самое то. Так. Малый стояночный. Что? А, понял. Красиво. Но название мне не нравится. Вор. Какую взять? Синенькую, зелененькую. Пусть будет синенькая. Так, ну что, ворон нас спасет, не спасет? Какая мощь. Реально как Урал Next, да, гайс? Прикольно. Да я вроде и сказал ворон. Может, и вор сказал. Так, ну все, сейчас все будет, короче, гайс. Сейчас у нас есть ворон. Есть тайга. Сейчас все будет. О, кстати, Европанель. И смотри-ка, а. Кондиционер, все дела. Красота. Короче, как в газельке новой. Газельке Next. Какой у меня телефон? Так я же тебе вроде говорил. У меня... Или не тебе? Кто-то меня спрашивал уже. Lumia 800 2012 года. Звонилка. А планшет Lenovo. Реально как газель едут.
Че его так трясет? Блин, приборы реально надо этой с газельки. Стопудово. Приборка вся эта. Не, ну хороший, бак хороший, 330 литров. Это хорошо. Колеса вот такие. Но они смотрятся прямо агрессивно. Таким жестким протект. Пятый ранг получил. Поздравляю. Так, сейчас посмотрим, как он справляется с грязюкой таймырской. Вроде прет. Колесики не такие эффектные, ну не такие, как у Тайги, но тоже смотрятся. Движок бы найти бы для них еще. Может, на следующей карте будет. А тут, кстати, даже грузовиков нет. Ну, класса грузовиков, одни вездеходы. Видимо, грузовики вообще бы тут задохнулись. Так, пройдешь на каком-нибудь стриме игру Castle Crusher. Она прикольная. Castle Crusher. Блин, PUBG, я даже не слышал, что за игра такая. Хочешь сказать, она, ну, какая-то большая, полноценная игра. Ну, кого бы они могли бы поставить сюда, ну вот если из отечественного, так сказать, автопрома, класс грузовиков, то не КамАЗ, ну такой простенький шоссейник, потом кого еще могли бы сделать, ну типа ту же самую Газель поставили бы, они бы тут реально бы задохнулись. Так, то правильно едет, да. Не знаю, плюс не плюс, то что тут подключаемый полный привод, дифференциал, соответственно же можно сэкономить топливо. Это хорошо. На тайге так нельзя. Там постоянно у тебя молотит дифференциал.
Все топливо жрает собака. А ты чё, Колян, ранги соло катаешь? А, ну там и так соло катаешь. Не взводом. Не, я сезон этот пропущу совсем. Не хочу даже париться. Я заработал себе 9 за тот сезон. Не хватит. Чё там, как это онлайн-то клановский? Живой еще, не живой? Так, ну вот, в общем, смотри, что. Блять, прости. Короче, телега у меня уперлась в столб вот в этот, рядом с бытовками. И перевернулось все это дело мое. Многострадальное. Теперь нужно как-то все это дело погрузить. Надеюсь, мощности экрана хватит, а то я охренею. Все понял. Онлайн мертвый. Блин. Вот сейчас бы не помешало мне, конечно, светлое время суток. Ну ладно, погнали. О, красиво, как даже переворачивается. Так, ну что? Справится, не справится манипулятор. Я что-то далеко встал. О, подымает. Больше не выдвигается. Блин. Зараза, а. Так, подожди, стой. Стой. Сейчас будем как коряжиться. Пересесть. В смысле, я хочу пересесть, алло. Пересесть. Блять, они чё, рофлят? Они исправили эту фигню. Просто в предыдущей версии можно было пересесть без проблем. По-моему, можно было. Так, окей. Да капец, а. Чёртова телега, как хотел удалить-то отсюда. Не, ну, Пабгер, ты же можешь как-то записывать же, ты же записываешь ролики. Значит, нужно приобретать комп. Ну, либо
Приставку. Хотя нет, все равно нужен комп. Так или иначе. Чтобы повышать качество, так сказать, стрима, ну, видео, все дела. Так. Пожалуйста. Пусть тебя хватит. Не поднимается. А не поднимается. Пожалуйста, закинься только. Есть. Есть один кубик. Хорош. Так, второй. Ты не то схватил. Отцепись. Да ё-моё, камера. Так. Надо пабгер, короче, все равно комп. Пожалуйста, пожалуйста. Я тебя умоляю. Есть. Спасибо. Короче, Ворон справился. Ворон молодец. 5. Пересесть. Пик. Так. Распаковать и упаковать. Все, гайс. Едем. А, блять. Все, понеслась. Так, я правильно еду? Так, сейчас разрисуем себе маршрут. Сегодня все-таки до конца выполню эту задачу. Да, задача, конечно, жуткая. Кто бы знал. Я бы тогда, наверное, не знаю, купил бы другую тачку. Хотя не факт, что она справилась бы лучше.
Сколько надо максимум сумму денег на прокачку ПК? Ну, нужно знать сначала исходные данные. То есть... Какой у тебя ПК, скажи? Ну, вернее, напиши. Какой сокет? Какой проц? Какая видяха? Какая память? Ну, сразу говорю, лучше, конечно, если с нуля собирать, то лучше на сокете AM4 собирать. Ну, это самый сейчас доступный сокет. На Intel будет очень дорого собирать. Под стрим, тем более. Лучше взять какой-нибудь многоядерник под стримы. Ну и под монтаж тоже. Ну блин, ты тоже, Колян, такую цифру нарисовал огромную. Не, это много, мне кажется. Можно дешевле собрать. Взять Ryzen какой-нибудь, не обязательно новый, ну по типу даже как у меня 2700 или 1700, 8-ядерник. Давай, ложись спать, спокойной ночи. Две 600? Да, вполне. Так, я застрял. Как обычно. Вы чё рофлите? Что там такое? Корни, что ли? Две 600, кстати, вполне еще актуален. Более его можно разогнать. Я вроде ставил же лебедку длинную. Или это длинная лебедка?
Да-да-да-да-да, Колян говорил. Давай, давай, старичок. Крути педали. Мне нужен движок. Мне стопудово нужен новый движок. Так точно, и высокая подвеска. Только ее на этой карте нет, она, видимо, на следующей. Фух, ну что, скоро уже будем дома. Не, ну эта миссия просто дикая. Дико потная. У меня мышка сырая, клава сырая, жопа сырая. Я весь теку уже. Ворон, кстати, прикольный внешне, но... Ну, вернее, не внешне даже. Как рабочая машина прикольная, но, блин, как он не цепляет, что ли. Не такой харизматичный, как Тайга. Ну, Тайгу делает это харизматичной именно шины. И, ну, аэрографик. Может быть, если Ворону присобачить такие же шины, он был бы тоже такой же роскошный. Эй! Тише, тише, тише. Чуть подвеску не вырвало. Ух, ебой, наконец-то. Разгрузить. Оуе. Так. А ведь эти ящики просто а ведь эти ящики просто так валялись, представляете? Спасибо за помощь. Ах да, если у вас вдруг начнут выпадать волосы, сразу звоните мне. Обязательно. 6900. Копилку есть. Так, ну что, ребятки. Ребятки, котятки. Будем заканчивать, наверное. Сейчас доедем до базы.
Шоферюга доехал наконец-то до базы. Теперь можно и... Наконец-то можно и отдохнуть. Сбросить потные штаны. Помыть руки. Зайти в кафешку. Поесть. Какой-нибудь супец. С пирожком. И чаечком. Смена была очень длинная для него. И для всех нас. Надо, может, вообще эти скауты продать буржуйски. Ни хрена не его. Так. Лететь, давай, листай. Все, смена закончена, по домам. Так, ну что, ребятки, спасибо за просмотр. Спасибо за 25 лайков. Спасибо, молодцы. Обожаю, ценю. Обнимаю, как говорится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Увидимся уже с вами. Увидимся с вами, когда мы... Секундочку, сегодня воскресенье. Во вторник. Во вторник увидимся. А на это все. Спокойной ночи. Удачи и пока. Спасибо, Смок. Колян, сейчас я зайду в Discord.